Рационализм. В философии рационализм – это эпистемологическая точка зрения, которая считает, что основой познания людей является разум. В ретроспективе рационализм противопоставлялся эмпиризму. Эмпиризм или эмпирицизм – направление в теории познания, признающее чувственные ощущения источником знания и предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого ощущения, либо сведено к нему. Сторонники рационализма верили, что реальность имеет внутренне логическую структуру. Они утверждали, что в логике, математике, этике и метафизике существуют определенные рациональные принципы, которые настолько фундаментально верны, что отрицание их приводит к противоречию. Сторонники рационализма настолько доверяли разуму, что эмпирические доказательства, вещественные доказательства считались ненужными для установления определенных истин. Другими словами, существуют важные способы, с помощью которых наши концепции и знания приобретаются независимо от чувственного опыта. С рождением двух влиятельных рационалистических философских систем Рене Декарта и Бенедикта Спинозы, о данных философах есть видео на канале, я оставлю ссылки, а именно картезианство, про картезианство есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку, и спинозизма, рационализм стал оказывать огромное и глубокое влияние на современную западную мысль в целом. Поэтому можно сказать, что рационализм – это мыслительная тенденция и отношения, которые широко и глубоко проникли во всю западную философию. На канале есть видео о западной философии, я оставлю ссылку. Рационалисты XVII века, такие как Рене Декарт, Бенедикт Барух Спиноза и Готфрид Лейбниц, про Лейбница есть видео на канале, я оставлю ссылку, дали эпохе просвещения ее название и место в истории. В политике рационализм, начиная с эпохи просвещения, исторически подчеркивал политику просвещения, основанную на рациональном выборе, деонтологии, утилитаризме, секуляризме и иррелигиозности или нерелигиозности. Антитеизм, активная оппозиция теизму. Этот термин имеет различную область применения. В светском контексте обычно подразумевается оппозиция вере в любое божество, а в теистическом контексте означает несогласие верить в монотеистического бога или богов пантеона. Позже был смягчен принятием плюралистических методов рассуждения. Философ Джон Каттингем отметил следующее. В прошлом, особенно в XVII и XVIII веках, термин «рационалист» часто использовался для обозначения вольнодумцев с антиклерикальными и антирелигиозными мировоззрениями. И на какое-то время это слово приобрело отчетливо уничижительную силу. Использование ярлыка «рационалист» для характеристики мировоззрения, в котором нет места сверхъестественному, сегодня становится все менее популярным или менее интересным. Как я говорила выше, рационализм часто противопоставлялся эмпиризму. В очень широком смысле эти взгляды не являются взаимоисключающими, поскольку философ может быть как рационалистом, так и эмпириком. Доведенный до крайности эмпирический взгляд утверждает, что все идеи приходят к нам через опыт, либо через внешние чувства, либо через такие внутренние ощущения, как боль и удовлетворение. Эмпирик, по сути, верит, что знание основано на опыте или получено непосредственно через него. Рационалист считает, что мы приходим к знанию с помощью логики и таким образом независимо от чувственного опыта. Рационализм, как обращение к человеческому разуму, как способу получения знаний, имеет философскую историю, уходящую корнями в древность. Аналитический характер большей части философских исследований, осознание, по-видимому, априорных областей знания, таких как математика в сочетании с акцентом на получение знаний с помощью рациональных способностей, обычно отвергающих, например, прямое откровение, сделали рационалистические темы очень распространенными в истории философии. Со времен просвещения рационализм обычно ассоциируется с внедрением математических методов в философию. Это обычно называют континентальным рационализмом. В Великобритании доминировал эмпиризм. Различие между двумя философиями не столь четкое, как иногда предполагается. Например, Рене Декарт и Джон Лок, про Джона Лока есть видео на канале, я оставлю ссылку, имеют схожие взгляды на природу человеческих идей. Пифагор был одним из
из первых западных философов, сделавших акцент на рационалистическом понимании, рационалистической проницательности. Его часто почитают как великого математика, мистика и ученого, но больше всего он известен теоремой Пифагора, которая носит его имя, и открытием обнаружения математической связи между длиной струн на лютне и высотой нот. Пифагор считал, что эти гармонии отражают конечную природу реальности. Он резюмировал подразумеваемый метафизический рационализм в словах: «Все есть число». Вероятно, он уловил рационалистическое видение, позднее увиденное Галилеем, о мире, управляемом математически сформулированными законами. Про Гераклита есть видео на канале, я оставлю ссылку. Гераклит изучал Пифагора и распространил концепцию логоса. Сократ интеллектуально исследовал добродетель, в полной мере используя метод вопросов и ответов. Арете – термин древнегреческой философии, означающий добродетель, доблесть, совершенство, достоинство или превосходство любого вида. В своем раннем появлении в греческом языке это понятие было связано с понятием соответствия цели или функции, обозначая собранность, слаженность, пригодность всякой вещи или существа. Применительно к человеку понятие арете принимает значение доблести и шире добродетели, нравственного качества, присущего достойному человеку. Платон придерживался рационального понимания на очень высоком уровне. Он утверждал, что высшим и наиболее фундаментальным видом реальности является не материальный мир изменений, известный нам через ощущения, а скорее абстрактный, нематериальный, но существенный мир форм или идей. Для Платона эти формы были доступны только разуму, а не чувству. Главным вкладом Аристотеля в рационалистическое мышление было использование силлогистики и ее применение в аргументации. Силлогизм – это метод мышления, следствием которого является логический вывод, истинность которого гарантируется истинностью посылок. Также может определяться логико-методологическая процедура, посредством которой осуществляется переход от общего к частному в процессе рассуждения. Началом посылками дедукции являются аксиомы или просто гипотезы, имеющие характер общих утверждений общее, а концом следствия из посылок. Теоремы частная, если посылки дедукции истины, то истины и ее следствие. Дедукция – основное средство логического доказательства, противоположно индукции. В средние века западная рационалистическая мысль в целом характеризовалась ее применением к теологии. Например, это очевидно в трудах Аврелия, Августина, Авиценны, Авероэса. Про Авиценну и Авероэса есть видео на канале, я оставлю ссылки, и Маймонида. Одним из заметных событий была попытка Фомы Аквинского объединить греческий рационализм и христианское откровение. В дальнейшем различные аргументы и теории, разработанные в схоластике, стали одними из основных интеллектуальных ресурсов современной философии и современной социальной мысли. Ранний современный рационализм уходит своими корнями в Республику Семи Объединенных Нижних Земель или Голландскую Республику XVII века. Известными интеллектуальными представителями рационализма были Гуго Гроций, про Гуго Гроция есть видео на канале, я оставлю ссылку, Рене Декарт и Бенедикт Барух Спиноза. Декарт был первым из современных рационалистов и был назван отцом современной философии. Большая часть последующей западной философии является ответом на его труды, которые внимательно изучаются и по сей день. Декарт считал, что только знание вечных истин, в том числе истин математики и эпистемологических и метафизических основ наук, может быть достигнуто только разумом. Другие знания, знания физики, требуют познания мира с помощью научного метода. Он также утверждал, что чувственный опыт может быть причиной иллюзий, поэтому он может быть сомнительным. В результате Декарт пришел к выводу, что рациональное стремление к истине должно подвергать сомнению любую веру в чувственную реальность. Декарт разработал метод достижения истин, согласно которому ничто из того, что не может быть распознано интеллектом или разумом, не может быть классифицировано как знание. Истины, постигаемые разумом, разбиваются на элементы, которые может постичь интуиция, часто с помощью чисто дедуктивного процесса приведет к ясным истинам о реальности.
Поэтому Декарт утверждал в результате своего метода, что только разум определяет знание и что это может быть сделано независимо от чувств. Например, его знаменитое изречение «cogito ergo sum» или «я мыслю, следовательно, я существую» – это вывод, сделанный априори, то есть до какого-либо опыта по этому вопросу. Простой смысл заключается в том, что сомнение в своем существовании само по себе доказывает, что я существую для того, чтобы мыслить. Другими словами, сомневаться в собственных сомнениях абсурдно. Для Декарта это был неопровержимый принцип, на котором основывались все формы других знаний. Декарт постулировал метафизический дуализм. Философия Баруха Спинозы – это систематическая, логическая, рациональная философия. Философия Спинозы – это система идей, построенная на основных строительных блоках с внутренней последовательностью, с помощью которой он пытался ответить на главные вопросы жизни и в которой он предположил, что Бог существует только философски. Его работа во многих отношениях была отходом от иудейской христианской традиции. Многие идеи Спинозы продолжают волновать мыслителей и сегодня. Философия Спинозы привлекла к себе большое внимание выдающихся интеллектуалов. Лейбниц был последней крупной фигурой рационализма XVII века, внесшей значительный вклад в такие области, как метафизика, эпистемология, логика, математика, физика, юриспруденция и философия религии. Лейбниц отверг картезианский дуализм и отрицал существование материального мира. По мнению Лейбница, существует бесконечно много простых субстанций, которые он назвал монадами. Лейбниц разработал свою теорию монад в ответ как Декарту, так и Спинозе. Отказ от их взглядов заставил его прийти к собственному решению. Монады, согласно Лейбницу, являются фундаментальной единицей реальности, составляющей как неодушевленные, так и одушевленные объекты. Эти единицы реальности представляют Вселенную, хотя они и не подчиняются законам причинности или пространства. Лейбниц ввел свой принцип предустановленной гармонии. Кант – одна из центральных фигур современной философии, и он установил условия, с которыми пришлось столкнуться всем последующим мыслителям. Он утверждал, что человеческое восприятие структурирует естественные законы, и что разум является источником морали. Его мысль продолжает оказывать большое влияние на современную мысль, особенно в таких областях, как метафизика, эпистемология, этика, политическая философия и эстетика. Кант назвал свою разновидность эпистемологии трансцендентальным идеализмом. В своей знаменитой работе «Критика чистого разума» он утверждал, что существуют фундаментальные проблемы как с рационалистической догмой, так и с эмпирической догмой. Рационалистам он в общих чертах доказывал, что чистый разум несовершенен, когда он выходит за свои пределы и утверждает, что знает те вещи, которые обязательно выходят за рамки любого возможного опыта, существование Бога, свобода воли и бессмертие человеческой души. Кант назвал эти объекты вещью в себе и продолжает утверждать, что их статус объектов за пределами всякого возможного опыта по определению означает, что мы не можем их знать. Эмпирику он доказывал, что хотя верно, что опыт принципиально необходим для человеческого знания, разум необходим для переработки этого опыта, поэтому он приходит к выводу, что для человеческого знания необходимы как разум, так и опыт. Георг Вильгельм Фридрих Гегель – немецкий философ, один из творцов философии немецкого идеализма. В отрывке в предисловии к философии права он указал, рациональные вещи реалистичны, а реалистичные вещи рациональны. Можно сказать, что он один из рационалистов в широком смысле.
Гёделя о неполноте иногда называют примером пределов разума, поскольку она проясняет неполноту математики и логики, на которой рационализм опирался со времен Древней Греции.